Евгений, большое спасибо, что пришли к нам на поговорить. Мы знаем, я, по крайней мере, знаю, чем вы занимаетесь, но было бы интересно для наших слушателей в двух словах рассказать о PVS Studio и о том, когда это началось и почему у вас появился интерес к разработке такого рода программного продукта. OS Studio — это статический анализатор кода. Это инструмент, который помогает программистам находить ошибки в коде. Мы занимаемся этой темой довольно давно. Компании ПВС в прошлом году было 15 лет. И все эти годы мы занимаемся тем, что развиваем технологии анализа кода, помогаем программистам применять анализаторы в их проектах, ну и рассказываем про это через статьи, через конференции. Таким образом, рассказывая людям, в принципе, об этой технологии, о том, какую пользу можно получить от статических анализаторов, и как это применять так, чтобы было полезно и заметно. А как вы пришли к этому? Вы были сами программистом, вы лично? Или вы были больше предпринимателем, который хотел заработать на этой технологии? Сейчас я сооснователь и генеральный директор компании. По идее, появилась, когда я вместе со своим партнером Андреем Карповым был программистом. Занимались мы миграцией на 64 бита приложений. Это было в 2006 году. Тогда появились 64-битные процессоры, десктопные AMD 64, и миграция кода на эти 64-битные процессоры сопровождалась неожиданными проблемами, которые трудно было найти имеющимися инструментами. Появилась идея сделать инструмент, который помогал бы переносить код на 64 бита. Замечу, что сейчас от этой идеи почти ничего не осталось. 64 бита тема давно не актуальная, и ошибки с этим связанные точно так же не актуальны. Но начиналась идея именно так. Мы вместе разрабатывали, но сейчас это уже продукт намного более серьезный, чем могли когда-то представить два человека. Сейчас в нашей команде работает 50 человек. А вы продолжаете программировать, лично вы? Нет. Сейчас основная моя сфера интересов — это менеджмент, организация работы команд, помощь во взаимодействии команд. И от программирования я отошел довольно давно, хотя еще на улице бабушкам говорю, что я программист довольно убедительно. А сожалеете о том, что отошли, или наоборот счастливы? Тут, наверное, нету однозначного ответа на этот вопрос. А, У меня в менеджменте такой подход, что я как менеджер стараюсь интересные задачи отдавать людям, с которыми я работаю, для того, чтобы им было интересно. В какой-то момент программирование вот ровно так же было отдано коллегам, которые занимаются этим намного лучше меня. Есть такой часто задаваемый вопрос, должен ли CTO компании писать код или хотя бы смотреть код. И на это существуют полярные мнения. Вот ваше мнение какое в общем случае, как должно быть? Поскольку я не технический директор генеральный, мне можно без кода обойтись. Технический директор в нашей компании с кодом взаимодействует, но код — это не основной его инструмент. Его основной инструмент — это люди и команды. Иметь представление о том, что такое код в программистской компании, необходимо. Я имею в виду в компании, которая делает продукты для программистов. Грубо говоря, любой менеджер в нашей компании должен продержаться в разговоре с программистом хотя бы несколько минут, чтобы было понимание, что эти ребята знают, о чем говорят. А кого вы больше уважаете, менеджеров или программистов? Без программистов не могло бы быть менеджеров, без менеджеров программисты вряд ли смогут достигать результатов. Я думаю, что и те, и другие важны, и когда люди начинают противопоставлять, вот программисты хорошо или там менеджеры хорошо, результат не очень получается. Нужно найти способы взаимодействовать, и тогда отдача от работы будет намного больше. А кого бы вы больше удерживали в компании, если бы человек хотел уйти, менеджера или программиста? Бывают менеджеры, которые много понимают про продукт, про компанию, про философию бизнеса, и ценность таких людей очень высока. Бывают программисты, которые знают продукт, которые долго в нем работают,
понимают, как этот продукт развивать, понимают, как его поддерживать. Поэтому, я думаю, зависит не от вида деятельности, чем занимается человек, а от его вклада в дело компании, вклада в продукт и насколько человек сам хочет дальше ассоциировать себя с продуктом, с компанией. А у вас менеджеры растут из программистов или вы берете их со стороны? Большинство менеджеров выросли внутри компании. Может показаться неожиданным, но у нас в компании, кроме программистов, примерно половина сотрудников не программисты, и у них тоже есть менеджеры. По нашему опыту, те, кто вырастает в менеджеров внутри компании, а, их легче адаптировать, они лучше понимают про продукт, про компанию, про бизнес, чем люди, которые приходят с улицы. Но это наш недостаток, это нам надо учиться интегрировать людей со стороны. И есть успешные примеры, когда мы интегрировали людей со стороны в компанию, они точно так же погружаются в проект, в продукт и также могут приносить пользу. У вас достаточно специфическая область, статический анализ. И мне интересно, где вы берете специалистов, которые бы в этом понимали? Или же вам не принципиально, понимает программист в этом или не понимает? Я думаю, любая компания, которая работает в сфере анализа кода, не может себе позволить брать только специалистов с опытом в этой сфере, потому что людей таких мало, и приходится обучать людей. По опыту у нас лучше подходит, когда у человека есть интерес к этой сфере, есть интерес к покопаться в внутренностях сложных программистских инструментов. И если до этого опыта работы с такими инструментами не было, но есть интерес, то этого достаточно для того, чтобы человек через какое-то время смог хорошо погрузиться в предметную область. Откуда этот интерес может браться? Я почему спрашиваю, потому что мы тоже связаны с этой сферой, и когда к нам приходят программисты, то многие из них говорят, что они хотели бы делать что-то такое, что заканчивается продуктом, которым пользуются миллионы людей. А здесь такая сфера, в которой даже непонятно, кто этим продуктом, кто является конечным потребителем этого продукта и увидит ли его когда-нибудь рынок. Вот нет ли у вас такой проблемы с тем, что программисты не понимают, что их должно мотивировать в этом домене, в этой сфере работы? Вопрос справедливый. Действительно, инструмент анализа кода – это не тот продукт, про который все знают, про который легко сказать. Это не игра, нельзя достать телефончик, там, показать Angry Birds, если это понятно, что вы делаете. Показать анализатор кода довольно сложно. А, как ни странно, программисты любят делать сложные и непонятные штуки. Это, видимо, про психологию людей, которые склонны к программированию. Ну, по крайней мере, определенная часть программистов любит делать сложные штуки. И, кажется, анализаторы кода как раз являются достаточно сложной вещью, которую интересно ковырять, интересно разбираться, как вот это все устроено, как это работает и что там можно улучшить, поправить. Короче говоря, интерес – один из ключевых факторов, благодаря чему люди занимаются сложными темами. Без сомнения, анализаторы кода – это очень сложная штука, и возможность заниматься сложными вещами людям нравится. Рассказывать про это новичкам всегда приятно, потому что у людей загораются глаза, когда они понимают, что они могут тут поделать что-то такое, чего не делает их сосед, там, друг, приятель, и чем можно хвастаться, гордиться, рассказывать в программистской тусовке, что я вот делаю вот такие штуки, что прям, никто не понимает, как они работают. А вы олимпиадников берете на работу? Цените ли вы их по сравнению с другими программистами? Конкретно с олимпиадниками у нас не очень большой опыт, потому что такие люди, они есть, они попадают в сферу внимания, но их очень быстро высасывают крупные компании, лидеры рынка, и удержать таких людей довольно сложно. Я понимаю, с чем связан вопрос, насколько подходят олимпиады как а, тип, тип программистской деятельности к тому, что люди делают, ну, скажем так, условно в обычной жизни. А, Когда я сам учился,
Я к олимпиадам относился скептически, наверное, потому что у меня никогда не получалось там побеждать, поэтому всегда находил для себя оправдание, что вот это вот не то, не настоящее программирование, а вот которое программирование связано с реальной жизнью, в кавычках, кто бы тогда знал, что такое реальная жизнь, вот это самое настоящее. Сейчас же я думаю, что а, олимпиадное программирование — это хорошая спортивная дисциплина, это способ популяризации программирования. А вот насколько люди, которые в этой сфере преуспели, могут преуспеть в промышленном программировании, тут вопросы бывают по-разному. А как вы вообще внутри компании оцениваете, кто лучше, а кто хуже из программистов? Их технические навыки, их технические компетенции. У вас есть какие-то внутренние механизмы оценки? Несколько лет назад мы пришли к понятию грейдов у программистов. А, Стандартные варианты junior, middle, senior у нас прописаны. Мы понимаем, какие компетенции должны быть у людей того или иного грейда. Мы над этим очень много работали и постоянно работаем для того, чтобы люди понимали, как им с джуниора перейти на медла, как с медла перейти на синьор. Это очень важная работа для того, чтобы люди видели карьерные перспективы в компании. А, Есть до сих пор команды, которые работают без грейдов. Я не про нашу компанию, я про другие компании говорю. Вот мое мнение, что чем быстрее появятся грейды во всех компаниях, кто занимается разработкой, чем лучше люди будут понимать, как им перейти с одного грейда на другой, тем индустрия будет более зрелой. И такие вещи, как матрица компетенций, например, в которой отражены те навыки, которые программисты того или иного уровня должны иметь. Это очень хорошая штука, которая помогает и исполнителям, программистам, и менеджерам, которые отвечают за рост этих людей. А можете привести пример, чем отличается грейд middle level программиста от грейд senior level по критериям? Самый простой и понятный критерий — это инициатива в тех или иных решениях проблем. Синер самостоятельно понимает про какие-то проблемы, как их решить, как их предугадать. Middle ждет ситуации, что про эту проблему каким-то образом станет известно. Это очень неочевидный критерий, когда про него рассказываешь как куда-то вот, скажем так, вне компании, но когда внутри, когда это связано с конкретными задачами, очень становится понятно, почему те или иные вещи на одном уровне доступны людям, а какие-то задачи становятся доступны на других. А люди не обижаются на такую относительную субъективность в оценке их грейда? Как раз субъективность убирается тем, что в грейды четко прописаны и есть понятные критерии, как перейти с одного грейда на другой. Если решение принимает человек без сопоставления, например, менеджера этого сотрудника, без сопоставления с какими-то критериями, вот тут субъективность как раз очень четко прослеживается. А если же критерии прописаны, критерии понятны, то субъективности остается очень мало. И в целом люди с пониманием относятся к этим критериям. А как часто меняется грейд у человека? Это зависит от того, на каком уровне находится человек. У джунов уровни меняются довольно бодро, скажем, за полгода, год уровень вполне меняется, иногда несколько раз за год. У senior уровня, естественно, ежегодное изменение невозможно, и люди это понимают. То есть время до изменения уровня человек понимает. А зарплата тоже меняется вместе с изменением грейда? Да, зарплата меняется и с грейдами, и с ролями. Это другая ветка развития. Помимо грейда бывают еще и роли. Человек может быть, я рассказываю про нашу компанию, человек может быть тех-лидом, проект-лидом, и это роли, которые помимо грейда определяют доход человека. То есть он может с одной роли перейти на другую, и в этот момент у него изменится зарплата. Да,
То есть помимо грейдов, еще дополнительными активностями, дополнительными ролями эти доходы можно менять. А бывают понижения грейдов? Я пытаюсь представить ситуацию, при которой в современном IT у кого-то будет понижение, и, честно говоря, кажется, по крайней мере, в России не та ситуация, чтобы понижения были возможны. Я думаю, что нет, понижения сейчас на айтишном рынке российском невозможны. Другое дело, что разные темпы роста дохода, темпы роста грейдов, ну, уровня человека могут приводить к тому, что человек не готов в компании оставаться, и так как не согласен с такой скоростью своего развития. Как вам кажется, рынок сейчас, он в пользу айтишных компаний или он против айтишных компаний? Я думаю, что очень зависит от того, как компания строит бизнес свой, чем она занимается, и бывают совсем разные варианты. Я имею в виду, что в каких-то ситуациях у компании может быть преимущество на рынке. Компания может быть привлекательной для сотрудников, привлекательной для клиентов, привлекательной для контрагентов. Все в эту компанию хотят, и тогда она может чувствовать себя относительно уверенно. Понятно, что в целом сейчас рынок соискателя, по крайней мере в России, и, наверное, какое-то время это еще будет происходить, но сейчас точно уже влияют курсы, Skillbox, Geekbrains и подобные курсы. Они привели к тому, что джунам сложнее вливаться в индустрию. Если, скажем, 10 лет назад джуны в IT это были выпускники вузов, часто технических, которые с пониманием приходят в эту сферу, то сейчас людей заманивают большими зарплатами, а когда выясняется, что до большой зарплаты еще нужно поработать какое-то время, тут-то и происходит разочарование. Ну и если говорить про то, что люди с курсов, к сожалению, очень часто не видят себя в IT, из-за денег, то и отношение к работе это очень меняет. То есть вы предпочитаете выпускников вузов, людей с высшим образованием? Да. А, э, Как правило, студенты начинают с нами работать, пока еще учатся в рамках студенческих проектов, практик. И это приводит к тому, что человек уже знает к завершению вуза, что его ждет. Дальше, если ему нравится то, чем он занимается, если он себя в этом видит, он остается. Если он хочет себя попробовать где-то еще, он уже хоть только закончил вуз, но он человек с опытом, и он в любой компании найдет себе место. А как вы относитесь к аспирантам, к кандидатам наук, которые защитились? Они для вас ценность представляют особую какую-то? Я сам кандидат технических наук, у меня диссертация была как раз про статический анализ кода. А, Я спокойно к этому отношусь. Да, у меня получилось так, что э, моя научная деятельность и работа были связаны. Когда такое получается у людей в рамках бакалаврских работ, магистрских работ, это хорошо, это всем удобно. Но говорить, что кандидаты наук принципиально там лучше, умнее, было бы неправильно, потому что это всего лишь выбор одной из ветвей развития собственно, человека. Человек может пойти в науку, если ему там нравится. Человек может пойти в индустрию, если ему там более подходящими кажутся условия. Человек может выбирать направление для своей деятельности. И самое главное, в течение жизни человек
много раз их может менять. Ну, вы, по идее, в вашем бизнесе должны интенсивно конкурировать с международными компаниями и с даже университетами, которые разрабатывают продукты и технологии для статического анализа. Поэтому первый вопрос, так ли это, конкурируете ли вы? И второй вопрос, как много науки в вашем бизнесе? Потому что, как я понимаю, для конкуренции с такими мировыми лидерами вам нужно так или иначе что-то и придумывать, что-то новое и что-то научно обосновывать. Да, конкуренция с иностранными компаниями есть, она неизбежна. Долгое время у нас 80% продаж были США и Европа. Сейчас процент изменился, и на эти страны приходится порядка половины наших продаж. А, Дело в том, что в мире не так много компаний, которые занимаются данной темой, ну, грубо говоря, их десятки, а не тысячи, там, не сотни тысяч. И так или иначе, все компании друг про друга знают. Конкуренция идет по нескольким направлениям, и мы стараемся эти вещи учитывать в своей работе. Первое направление, по которому есть конкуренция, это современность инструмента. А, Если инструмент развивается, если в нем постоянно появляются поддержки новых средств разработки, новых языковых возможностей, то это всегда видно, и польза от этого есть. Если же инструмент замирает и получает обновление раз в 5 лет, то таким инструментом пользоваться сложновато, и люди от него уходят. В общем, первая возможность для конкуренции – это современное развитие и актуальные версии, актуальной технологии. Другое направление – это обучающий маркетинг. Мы очень много вкладываем в публикации, в участие в конференциях с докладами, и благодаря обучающему маркетингу люди узнают нас, узнают нашу компанию, и появляется определенное доверие, благодаря которому людям легче выбрать инструмент, про который они что-то слышали, что-то знают, видели компанию, видели представителей этой компании. Таким образом удается получать внимание аудитории, получать положительную какую-то обратную связь, а, и это способ конкуренции. Не все компании могут себе позволить, не у всех получается активная деятельность в сфере обучения, в сфере вот обучающего маркетинга. Что касается вопросов про науку, тут у нас посложнее. Дело в том, что как-то у нас с научной составляющей не очень складывается, в том смысле, что, конечно, есть конференции научные и есть люди, которые через науку развивают свои продукты. У нас опыт больше через взаимодействие с пользователями, и развитие инструмента идет через обратную связь от пользователей, а не через теоретические какие-то вопросы, м, там, как правильно с точки зрения научного подхода ту или иную вещь делать. А, Скорее всего, это именно наш опыт, и я не говорю, что только он правильный, а по-другому никак не может быть. Дело в том, что такой вот научный подход, он сложен для трансляции на широкую аудиторию. Постоянно приходится рассказывать простым языком, простыми словами, простыми примерами, что делают те или иные инструменты, как их заставить работать так, как нужно пользователю. И наука тут не очень помогает. То есть пользователь приходит к вам без научного запроса, а с чисто практическими требованиями. Ему все равно, как работает у конкурентов, ему все равно, что думает наука мировая об этом. Ему нужно просто, чтобы в У его него есть поле. конкретный его проект, его ситуация, его окружение, и надо, чтобы вот у него работало. И за счет того, что инструменты сложные, работа у конкретного пользователя одного инструмента совершенно не означает, что другой инструмент будет работать так же хорошо. Но вам Тут и же для того, появляется чтобы... способ конкурировать.
Вам же для того, чтобы заставить ваши инструменты работать, то есть находить ошибки, вам нужно использовать какие-то методы поиска этих ошибок. И эти методы должны быть кем-то придуманы. Вы можете либо взять их из литературы, из уже опубликованных источников, либо вы можете придумывать их самостоятельно. Вот вы по какому из этих путей идете? Мы начинали с каких-то известных стандартных паттернов ошибок, которые более или менее понятны, описаны в литературе, в статьях. А со временем мы пришли к тому, что мы либо сами обнаруживаем какие-то новые сценарии ошибок, либо о них сообщают пользователи. Например, вот смотрите, вот такая-то есть конструкция в коде, ваш инструмент ее не находит, хотя, казалось бы, должен. И если это обобщить на какие-то другие случаи, то получаются, как правило, хорошие примеры ошибок. А не получается ли так, что вы изобретаете то, что в этот момент компания Synopsys или компания Veracode какой-нибудь делает одновременно с вами и уже, например, опубликовала решение? Такое постоянно происходит. Компании занимаются примерно понятными технологиями, проблемами и задачами, и периодически у одной компании какое-то решение появляется раньше, иногда у другой. А, За счет вот этой конкуренции происходит развитие индустрии, и то, что а, 10 лет назад обнаруживалось инструментами, и то, что обнаруживается сейчас, это небо и земля, потому что за 10 лет пройден огромный путь. Вот это постоянное развитие инструментов и есть залог развития индустрии в целом. А как вы выдерживаете конкуренцию с open source решениями? Ведь многое из того, что делаете вы, делают одновременно открытые продукты. Да, действительно, в открытых продуктах есть хорошие практики, хорошие решения. Мы их любим, уважаем, поддерживаем, потому что они продвигают идею анализа кода в массы. Люди сначала про эту технологию вообще не знают, потом узнают про какие-то решения и пробуют, например, бесплатные открытые варианты для своих задач. Потом эти варианты им чем-то не подходят, и они смотрят на платные решения. И тут как раз появляется возможность не конкурировать с ними, а использовать эти инструменты для того, чтобы информировать людей о технологии в целом. А не кажется ли вам, что рано или поздно все станет open source, и компании, и типа, и ваша компания, и подобные компании станут просто невостребованы их продукты, потому что все будет open source? Нет такой угрозы? А, Я к open source отношусь А, как к юридическому понятию, мне кажется, большое количество open source проектов сделаны такими из соображений юридического взаимодействия между подразделениями, которые эти проекты делают. То есть, чтобы исключить кучу дополнительных договоров, которые подписывают компании для доступа к коду в случае закрытых систем, вот чтобы эту разработку упростить, делают бесплатные, делают открытые решения open source. Но с точки зрения бизнеса, а, кроме open source, очень важно, кроме факта открытости того или иного решения, очень важно играет роль, а, что или кто стоит за этой технологией, во-первых. Один это человек или хоть какая-то команда, компания. А с другой стороны, к кому обращаться, когда нужна будет какая-либо консультация, какая-либо поддержка. В случае открытых решений бесплатной поддержки на форумах может быть недостаточно, и компании готовы платить деньги за то, что будут уверены, есть люди, которые будут с конкретной их проблемой разбираться и по возможности эту проблему решат. Таким образом, поддержка является довольно важным компонентом, за счет которого коммерческие компании, я думаю, всегда будут существовать в этой сфере. А вы что-то делаете в open source? Какие-то библиотеки, может быть, фреймворки, какие-то мини-решения? Выкладываете? У нас минимальное количество открытых вещей есть. Это какие-то скрипты вспомогательные, которые используются нашими клиентами
И для удобства развертывания они доступны в открытом виде. Но это не какой-то существенный вклад в open source. А вы планируете сделать этот вклад существенней? Больше открыть? Пока нет, потому что непонятно, что это даст. То есть мы пока не видим возможности для себя каким-то образом это направление использовать. А у вас не бывало, или, может быть, вы не или переформулирую, что вы думаете об утечках исходного кода в open source? Компания успешная, в компании хороший продукт, этот продукт доступен как минимум 50 программистам, о которых вы сказали. Каждый из них потенциально мог бы быть желающим сделать из этого open source. Есть такая угроза? Сталкивались? Мы про это не переживаем. А, Конечно, есть юридические там подписанные документы о том, что так делать нельзя, на случай, если кому-то вдруг придет в голову это сделать. Но, кажется, страх этого не такой уж большой, потому что единожды выложенный код без развития, без поддержки очень быстро устаревает. И от того, что код будет выложен, это не значит, что люди перестанут м, использовать решения, за которые они платят, так как они, кроме кода, получают прежде всего поддержку, они получают уверенность в том, что их проблемы будут решены, и кажется, что вот эти вещи важны и актуальны для пользователей. А вы не боитесь конкуренции со стороны чат GPT и прочих искусственных интеллектов? Мы часто получаем комментарии насчет того, что искусственный интеллект лучше, чем всякие инструменты, написанные людьми. У нас есть регулярные, скажем так, просмотры технологий, которые в этой сфере есть. Пока мы там не видим чего-то такого, что может нас лишить работы. Дело в том, что а, современные решения в области искусственного интеллекта построены на том, что есть вот определенный массив знаний, и этот массив нужно поглотить, нужно переработать и на основе него выдавать какие-то решения. А, Инструменты, например, анализа кода основаны на том, что они могут находить ошибки не только, которые у всех есть массовые, но и ошибки, которые только появились в индустрии, связанные с нововведениями, изменениями в языке программирования. И пока вот эти вот нововведения, изменения не станут массовыми, пройдет там, 5, а может быть 10 лет, и только тогда про них узнают чат-боты, которые массово смогут пользоваться вот этими результатами. В то время как анализаторы уже давно про это будут знать и использовать такие знания. С другой стороны, конечно, всегда есть соблазн спросить какой-то инструмент и надеяться на то, что он все исправит и все проблемы решит. А, Кажется, что это так и останется мечтой, по крайней мере, в нашей сфере, потому что есть определенные юридические сложности. Например, большинство заказчиков не готовы свой код показывать на сторону, пусть даже каким-то роботам. Юридически запрещено компаниям выкладывать куда-то свой код. И это существенная причина, почему быстрого прогресса в этой сфере, я думаю, что не будет. Грубо говоря, до тех пор, пока искусственный интеллект не станет доступен локально без интернета полностью, но со всей базой, никто такими решениями для проверки кода массово пользоваться не будет. Знаете, у меня за последний месяц было две истории, очень похожи друг на друга. Ко мне приходили программисты, которые занимаются как раз анализом кода, статическим анализом, и говорили, что им уже не интересна эта тема, они видят, как развивается сфера искусственного интеллекта, и они хотят перейти куда-то туда. Хотят бросить статический анализ, в которому они посвятили последние 5-7 лет жизни, и теперь пойти в искусственный интеллект. Вы такое наблюдаете среди программистов? Или, может быть, ожидаете? И как вы на это ответите? Бывает усталость от технологий, от сферы какой-то конкретной, и люди уходят не обязательно в искусственный интеллект, может быть, куда-то еще. Что с этим делать?
стараться делать так, чтобы у людей было разнообразие в их работе, менять сферу деятельности не кардинально, в смысле, что все бросили и начали делать другое, а что-то в рамках смежных каких-то направлений. А, Вообще, это же вопрос мотивации людей, мотивации заниматься той или иной сферой какое-то длительное время. А, Сейчас, если посмотреть, люди в целом меняют работу довольно быстро. Грубо говоря, если человек 3 года проработал, это прям он уже долгожитель считается, да. А по многим компаниям стандартная ситуация 1-2 года, и с этим что-то людям приходится делать так или иначе. Скорее всего, прежде всего, это проблема менеджмента, как людей удерживать, как людей мотивировать оставаться в компании, оставаться в этой сфере. И тут вряд ли имеет влияние конкретная область, чем занимался человек раньше, чем ему кажется, он хочет заниматься сейчас. Короче говоря, в эту сторону у менеджеров голова всегда болит и будет болеть. И вот тут точно никакие решения искусственного интеллекта нам не помогут. Программисты аргументируют это тем, что искусственный интеллект скоро поглотит все. Ну, вы уже ответили на этот вопрос, что этого, видимо, не случится в области анализа программ. Но программисты чувствуют это так. Они думают, что искусственный интеллект еще 5-10 лет, и просто программисты ничего не будут программировать больше, а будут только операторами ботов. Как вы думаете? Нас это ждет? В принципе, можно и сейчас уже сказать, что человек — это оператор там, языка программирования, у которого очень ограниченный набор возможностей синтаксисом языка. И если лет 20-30 назад люди переживали, что они могут с компьютером сделать все, а постепенно их возможности ограничиваются, то сейчас к этому нормально относятся, и никого это не смущает. Да, в каком-то смысле большое количество задач будет делаться такими средствами, но так это же было и в 90-е, когда появлялись системы проектирования интерфейсов, когда можно было накидать кнопок на форму, и это выглядело как программа, а человек с сознанием, там, условно, ассемблера представить себе не мог, что такое когда-то станет возможно. А, я думаю, это будет определенный этап развития языков программирования. Может быть, мы уйдем от понятия классического языка программирования для каких-то задач и будут более простые, более похожие на э, человеческий, э, человеческий способ взаимодействия инструменты, которые позволят что-то делать. При этом я думаю, что огромный написанный объем программного обеспечения существующего не позволит отказаться от всего этого, переписать, ну, например, автокад на каких-то чат-ботах — это задача нереальная. Переписать операционную систему мобильного телефона — нереальная задача. А, Это все проекты, которые много лет разрабатывались и будут разрабатываться еще много лет, и ничего с этим не сделаешь, к сожалению или к счастью, но вот индустрия такая, и революции в этой сфере, кажется, ждать еще долго. А вы, глядя на тот программный код, который анализируете уже в течение последних 15 лет, какие выводы можете сделать о его качестве в целом? Мы как индустрия пишем код все лучше и лучше, или мы как индустрия пишем все хуже и хуже? Объем кода растет, и из-за того, что объем кода растет, растет количество ошибок. Это не значит, что люди становятся хуже. Это значит, что сложность задач растет. Взаимодействие компонентов очень сложное. Докеры, контейнеры, системы оркестрации этих всех инструментов — это очень сложно, и за простоту в разработке очень мало кто борется. Очень легко сделать сложно, но сделать просто, понятно, очень нелегко. Короче говоря, люди-то глупее не становятся, люди
с людьми все нормально, но сложность в индустрии такова, что ошибок становится больше. Хм. И анализаторы с этими ошибками справляются, или анализаторы все хуже и хуже выполняют свою работу? Анализаторы справляются, и анализаторы уже изменили индустрию таким образом, что без анализаторов серьезные проекты не делаются. Люди поняли, что эта технология работоспособная, что без этой технологии хуже, чем с ней. И хотя она не защищает на 100% от проблем, с ней тоже есть сложности, сложности внедрения, сложности поддержки. С анализаторами кода лучше, чем без них. А вам приходилось убеждать заказчиков в этом? Есть интересные сценарии, когда люди сначала пробуют инструмент в пилотном режиме, у них есть сомнения, удастся ли это интегрировать, удастся ли видеть пользу, удастся ли получать отдачу от вложений. И через какое-то время расширяют на там, всю команду, на весь проект, на соседние подразделения. То есть в этом сложно убедить человека словами, но можно сделать так, чтобы человек убедился сам, пробуя, и если ты в этот момент ему помогаешь. Ну, вы сказали, что сейчас индустрия все чаще понимает необходимость статических анализаторов. Видимо, 15 лет назад этого осознания еще не было у большинства. Да, да, индустрия очень сильно изменилась, потому что когда мы начинали, а, и в мире, и в России это была новая тема. Это были энтузиасты, которые осваивали новые штуки для того, новые анализаторы кода для того, чтобы поискать ошибки в своих программах, чтобы понять, есть ли там какие-то проблемы. Сейчас многие пользователи приходят за анализаторами, потому что их процессы, их стандарты разработки или требования регуляторов заставляют использовать такие решения. И уже не стоит вопрос, надо ли, не надо в принципе такие штуки внедрять. Стоит вопрос, удастся ли внедрить конкретно нам, сделать так, чтобы это было не очень сложно, чтобы была понятная польза, ну и чтобы легко можно было понять, что затраты на внедрение, затраты на поддержку окупаются. Такой вопрос задам. Может быть, если возможно. Сколько стоит ваше решение? Или в каких диапазонах ценовых? Минимальная цена на лицензию для команды до 9 человек — это 1 000 000 рублей. Средний чек, средняя лицензия — это 2 миллиона рублей на команду до 30 человек. Лицензии настолько командные, потому что польза от анализатора идет всему проекту, всей команде, а не конкретному человеку, который запускает то или иное решение. Это в год стоимость. Да, И сюда входит поддержка. да. Поддержка нужна примерно половине пользователей. А, Я имею в виду, что примерно половина пользователей обращаются к нам в течение года, а половина обходится собственными силами. А если сравнить стоимость вашего решения, допустим, с Synopsys решением или с Clockwork по цене? Есть компании, у которых примерно такие же цены. Есть компании, которые продают намного дороже. Компаний, которые продают дешевле, наверное, нету. Вернее, это решения немного другого плана будут. Это инструменты повышения производительности. А, Цена инструментов, как правило, довольно существенная, потому что это а, удобно сравнивать с расходами на зарплаты программистов. Мгм. А, Инструмент позволяет людям работать лучше. Работа людей — это их зарплаты, соответственно, связь с зарплатами более или менее понятна заказчикам.
А если это решение стоит значительно больше, чужое решение, например, Coverity, мне кажется, стоит около $2000 за рабочее место, то есть при 9 или 10 рабочих мест это будет ну, в 2 раза дороже, чем ваше решение, как минимум. Их решение будет лучше или оно просто дороже, потому что другая страна происхождения? У нас есть клиенты, которые переходили к нам от разных производителей и от разных разработчиков, и они рассказывают, что технически это не обязательно есть принципиальная какая-то разница, то есть нет такого, что решение, которое дороже, во столько же раз лучше. Скорее это опыт продажи дорогих проектов, опыт внедрения на большую команду, и за счет этого они могут продавать дороже. А если вот сейчас, прямо сегодня, один из наших слушателей захочет сделать такой же бизнес, как у вас, стать вашим конкурентом, первый вопрос, получится ли у него? И второй вопрос, сколько ему времени потребуется для того, чтобы догнать ваш продукт по функциональности, а потом перегнать? Как вам кажется? Кажется, что довольно сложно делать сейчас бизнес в этой сфере. С одной стороны, есть решение в виде Clang, на основе которого люди пытаются делать что-то свое. С другой стороны, тема очень сложная, и погружаться команде в эту сферу — это несколько лет в любом случае. Естественно, мы взаимодействуем с коллегами по рынку и видим, что иногда пытаются делать какие-то решения, которые, вот, ну, грубо говоря, с нуля. Получается, это очень сложно, требует много сил, времени, ну и, соответственно, денег. А, Вряд ли совсем с нуля можно сейчас в этой сфере что-то сделать. Время, которое придется вложить в то, чтобы разобраться в этой теме, в любом случае измеряется годами для команды. А вы, когда строили свой бизнес, вы получали инвестиции со стороны? Или строили за свой счет? Нет, нет, мы все до сих пор на свои делаем. А, Инвестиции имеет смысл получать, когда понятно, как потратить рубль, чтобы получить 10 рублей. В нашей сфере вот мы пока таких способов не знаем, поэтому до сих пор обходимся без инвестиций, развиваемся на свои деньги. А можете пофантазировать и назвать какие-то сферы сейчас в области вашей или смежной с вашей, в которую стоит вложиться тем слушателям, которые нас сейчас слушают, и потратить несколько лет, ну и создать что-то новое. Не статический анализатор, как у вас, а что-нибудь такое, что можно сделать и чего еще пока, может быть, нет. Я думаю, что фантазии в этой сфере не очень работают. Работает наблюдательность. То есть нужно наблюдать за тем, чего не хватает в какой-то предметной области, и это решение пытаться предложить. То есть не пытаться, скажем так, сидя на стуле, выдумать что-то, а работая в той области, где уже, например, работаешь, наблюдать, чего не хватает. Так появляются разные решения, которые со временем, может быть, получают известность и популярность. Если говорить про конкретику, то понятно, что сейчас, например, в теме искусственного интеллекта очень большой интерес, и всем туда хочется. Вопрос, насколько это хорошая идея, удастся ли конкурировать с лидерами этой индустрии, не очевидно. А у вас внутри компании появляются такие революционные идеи, какие-то ответвления от основного бизнеса, которые вы, может быть, поддерживаете, а может быть, наоборот, отбрасываете как отвлекающие? У нас есть несколько внутренних инструментов, которые показали свою эффективность за время их существования. Эти инструменты не готовы для внешнего мира, для использования вовне, но у нас они оказались очень удачными, и то, что мы в них вложились, это было не зря. Например, у нас есть система публикации документов на сайте. Мы готовим свои все материалы в Word, в вордовском формате, и с помощью собственной программы преобразуем это для размещения на сайте, для размещения на нашем сайте, для размещения на других сайтах, там, в разные форматы, в Markdown, BB-код и так далее. И
разработка такой системы позволила нам а, очень качественные публикации делать, которые не могли бы без подобной системы делаться. У нас в этой системе встроена проверка на какие-то типовые ошибки для наших случаев, там, какие-то специальные ситуации некорректные, потому что в наших статьях много исходного кода, и этот код при публикации стандартными системами часто искажается, теряются символы, сбивается форматирование. Вот мы подобные вещи можем проверять. Короче говоря, такой со стороны велосипед оказался очень удачным и много лет у нас используется. И каждый раз радуемся, когда с помощью него удается какие-то проблемы обнаружить, исправить. У нас есть самописная CRM, с помощью которой идет взаимодействие с людьми, которые запрашивают цены, запрашивают триалы. И такая система, опять-таки, со стороны может казаться, что есть там CRM, есть Bittrex, есть HubSpot и много других готовых решений, но а, то количество бизнес-логики, которое реализовано в нашей системе, оно довольно существенное, и реализовывать эту же бизнес-логику на каких-то других системах, это было бы так же сложно, а может быть и сложнее, как и на своей системе. Короче говоря, у нас внутренние проекты очень активно используются как способ повышения собственной производительности и как смена деятельности для людей, которым чуть-чуть наскучило, скажем, по основному направлению заниматься, есть возможность позаниматься вот сторонними проектами внутренними. Мгм. А это была инициатива снизу или сверху для создания этих двух систем? Это была инициатива снизу, потому что люди стали замечать, что вручную что-то делать неудобно, и можно это автоматизировать. Поскольку программистский дух в компании силен, то автоматизация собственной работы а, таким образом очень оказалась полезна. Немножко сверну в сторону науки еще раз. Вы с университетами как-то взаимодействуете? Может быть, где-то читаете Да, лекции? постоянно. Сам я сейчас не занимаюсь никакой научной деятельностью и лекции не веду, но у нас в компании постоянно взаимодействие налажено с нашими местными вузами. Студенты ходят к нам на практику, мы рассказываем про то, что есть такая вот сфера анализ кода, и студентам это очень интересно. В целом, работа со студентами — это одно из конкурентных преимуществ. У нас это хорошо получается, и мы это очень любим. А вы даете какие-то бесплатные версии своего продукта для ученых, для тестирования, для анализа? Да, да, у нас есть способы использования инструмента бесплатные. Они довольно-таки удобные, то есть это на сайте все это описано, как этим пользоваться. Это позволяет и студентам, и людям науки использовать инструмент без оплаты полноценно. А если, допустим, какой-нибудь ученый свяжется с вами и скажет, что он хочет взять ваш инструмент и провести анализ его свойств, его способностей в сравнении с какими-то инструментами, допустим, конкурентов и open source решениями, а потом опубликовать такую статью, где показать, где ваш инструмент справился с ошибкой, где он не нашел, где нашел, и так сделать какую-то такую общую таблицу, какой инструмент где лучше работает. Вы бы согласились на такую? Периодически такие статьи появляются. Сами мы раньше делали сравнения, а потом перестали делать, потому что это оказалось очень неблагодарной работой. А, Если ты максимально тщательно делаешь методику сравнения, подробно ее описываешь и потом публикуешь результаты, то очень может быть, что первый комментарий будет: вы все подстроили, вы все врете. И очень сложно на это говорить: ну как же, ну вот смотрите, вот мы же делали описание методики сравнения, мы же все выкладывали. Нет, вы все врете. То есть они будут думать, что вы рекламируете через эту статью, да, себя? Или себя, или того, кто победил в отдельных каких-то категориях. Дело в том, что очень сложно сравнивать инструменты, очень много параметров, по которым их
можно было бы сравнивать. И для пользователей мы отвечаем так. Вы пробуйте для себя разные инструменты, смотрите, какой вам, конкретно вам, в вашем проекте лучше подошел. Лучше находит ошибки, с которым вам удобнее работать, в котором вам понятны сообщения об этих ошибках. Мгм. То есть самый правильный способ — пробовать инструмент для себя и надеяться на то, что ты понимаешь сообщения от этого инструмента. Иногда это не всегда бывает легко. Вообще у меня, как у пользователя, такое ощущение от рынка статического анализа, что бесплатных статических анализаторов практически не существует. По крайней мере, для Java ничего серьезного я не знаю. Я знаю стайл-чекеры, которые проверяют форматирование, какие-то незначительные такие косметические ошибки находят, но серьезный статический анализ не умеют делать бесплатные решения. И вот у меня такое ощущение какой-то пустоты на рынке, open-source пустоты. И я все жду, когда наконец кто-то скажет, когда кто-то выйдет отдаст свое решение в open source, но пока этого не происходит уже много лет. Нет у вас такого ощущения, что как будто Это бы... очень дорогая сфера. Мгм. Очень сложно долгое время поддерживать на энтузиазме разработку без коммерческих каких-то подходов. А, Например, в C++ есть такой популярный инструмент CPP-check. Он примерно столько же лет, сколько и мы, существует. И в 2021 году они сделали коммерческую компанию, будут продавать коммерческие решения. Почему? Потому что, ну, не получается без финансирования развивать такие темы. С точки Думаете, зрения Java неплохо работает в SonarQube Java анализатор. Он, ну, не супер мощный, но если хочется познакомиться с технологией анализа кода, в SonarQube неплохой Java анализатор. как думаете, на этом рынке конкуренция, она помогает нам? А я говорю о конкуренции действительно десятков компаний, которые делают действительно одно и то же. Вы делаете то, что делает SonarCube делает то же самое, то, что Coverity и так далее. Можно продолжать этот ряд. Вы все делаете, в общем-то, одно и то же, и каждая компания потратила свои 10-15 лет на создание того, что уже было у конкурентов. Это хорошо такая модель? Или, может быть, было бы эффективнее, если бы у нас была одна или, может быть, две крупных компании, которые бы э, объединили бы усилия сотен и, может быть, тысяч программистов воедино. Ну, вот с браузерами такое получилось, да, есть там Chrome, и, в общем-то, вокруг него все решения так или иначе и в современном мире есть. А с анализаторами кода такого не получилось. Можно сказать, что решение Clang претендует на эту сферу, но очень много проектов не могут использовать Clang, и он не стал пока единым инструментом, который всех устраивает. Трудно сказать, появится ли когда-нибудь такое. У Microsoft, например, появлялись анализаторы кода, но это были отдельные проекты, которые не сказать, что сыскали, опять же, популярность большую и стали индустриальными стандартами. По какой-то причине не получается, видимо, одному поставщику сделать универсальное решение. Возможно, дело в том, что слишком сложные нетиповые потребности у клиентов. Ну и последний мой вопрос насчет геополитической ситуации. Вы как-то ощутили проблемы, связанные с геополитикой? Они как-то отразились на вашем бизнесе? И второй вопрос. Нет ли у вас мысли о том, чтобы перенести бизнес, например, из России в какую-то не знаю, западноевропейскую страну? Как я говорил, у нас долгое время было много клиентов из США и Европы. И есть сложности с платежами. Компании и люди готовы работать с нами, они не отказываются. Но есть технические сложности, есть сложности со стороны регуляторов. Некоторые компании не могут взаимодействовать с российскими компаниями. У нас есть подразделение в Казахстане, которое создано для того, чтобы взаимодействовать с такими западными компаниями. В целом мы пока не планируем переезжать более глобально. А для людей, которые ваши клиенты, для них продукт из России, это, как вам кажется, это некая экзотика, которая им интересна, или это то, от чего они бы хотели дистанцироваться через время и вернуться, или перейти на продукты, которые им
ну, близки, которые их территориально к ним ближе. Я полагаю, что те, кто хотел бы дистанцироваться, просто к нам не попадают, и мы с ними не общаемся. То есть с кем мы общаемся, скорее всего, все нормально к этому относятся. То есть определенная ошибка выжившего получается. Мгм. Те, для кого это критично, до нас, наверное, просто не доходят. А программисты? Ощутили ли вы какой-то отток людей в связи с последними событиями, или все остались на своих местах? У нас часть команды работает в Казахстане для того, чтобы обеспечивать поддержку с нашими клиентами вне России. В целом, конечно, ситуация сложная, она никому не нравится. Все хотят спокойствия. Все, я все спросил, что хотел. Спасибо большое. Было очень интересно. Да, я бы хотел бы попробовать, конечно, продукт. Я могу сказать, что мы пытались сделать такое исследование, о котором я говорил, то есть сравнить несколько продуктов, это было года 2 назад, и мы писали имейлы в разные компании, это еще было до всей этой политической ситуации, и нам отвечали, что это крайне сложно, нужно писать письмо прямо от университета, то есть доказывать, что мы принадлежим к университету, и то это они будут рассматривать, и, в общем, они как-то не без большого энтузиазма смотрели на эту идею, где мы будем сравнивать их продукты с другими. И мы в итоге отказались от этого, и ваш продукт тоже не взяли, поскольку не набрали кворума, а сравнивать только PVS Studio допустим, с одним другим продуктом неинтересно. Но вот я таких анализов не встречал на рынке. Вот почему нам было тогда интересно. Все анализы, которые проходят качество этих анализаторов, они в основном open source решения рассматривают. Ну, поскольку они открыты, это сделать несложно. Но Да, да. посмотреть коммерческие решения, это было бы очень интересно. Поэтому, может быть, мы вернемся к этой теме, и тогда я напишу вам. Может быть, вы будете Буду готовы. рад посодействовать.